Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Последнее видео по тесту муфт стало очень популярным среди зрителей моего канала. И это неудивительно, ведь муфта является одним из важнейших узлов в нашем 3D принтере. Она отвечает за соосность между Т8 винтом нашего принтера и мотором. Очень много зрителей моего канала оставили комментарии под видео. Некоторым ребятам не понравилась частота эксперимента, количество опытов, количество тестов, как они замерялись, как они делались. Некоторые усомнились в качестве этих экспериментов. Конечно, встречаются и те ребята, которые скептически настроены, и которые осуждают меня в предвзятости, в проплаченности и так далее. Но это на самом-то деле глупо и нелогично. Спросите любого блогера. Мне прислали вместо 2 муфт 3 муфты. Как вы думаете, я бы стал заморачиваться и создавать видео, тратить кучу времени за то, что мне прислали лишнюю муфту в $1,5? Да и к тому же муфты я оплатил. Я не получил их бесплатно и так далее. И в-третьих, мне абсолютно без разницы, с какого магазина они бы пришли. Я заказывал в известных магазинах, таких как Ingrown, Sunbrother, 3D. И вот эти вот все муфты, они просто не прошли отбор. Мне бы, конечно, хотелось бы рекламировать именно эти магазины, потому что они больше на слуху. Но если качество у них не подходящее, то как я могу это рекомендовать? И к тому же, друзья, не рекламирую магазин 5А+. Я рекомендую только муфты от этого магазина. Потому что я их проверил на тестах, и они мне понравились. И это самое важное. Но в сегодняшнем обзоре мы как раз по всем моментам пройдемся и учтем все ваши пожелания и наставления. Так что усаживайтесь поудобнее. Поехали. Итак, уважаемые зрители, давайте отвечу на первое ваше замечание по поводу изготовления вот таких вот муфт. Я допустил ошибку и не учел некоторые моменты. И спасибо ребятам, токарям, за то, что они подправили меня. Значит, процесс следующий. Берется заготовочка, протачивается наружный диаметр. После этого вставляется в приспособу, в кулачковый зажим. Это если, допустим, мы говорим о ручном производстве. Но зачастую такие муфты делаются на ЧПУ станках. После этого протачивается отверстие диаметром 4,98. И не снимая заготовки, протачивается уже большое отверстие на 7,98. После этого, естественно, торцуется, делаются фасочки, получаем правильный размер. И вот тогда уже снимается эта заготовочка и делается, естественно, на разрезы. После этого соосность у нас получается максимально идеальной, то есть правильной. Почему я, друзья, так акцентирую свое внимание на правильности размеров? Допустим, возьмем муфту диаметром 8 мм с внутренним отверстием и вставим туда вал 5 мм. Вот так вот. Ну, это так, для сравнения, чтобы вам наглядно и понятно было видно. И видим, куда у нас упирается наш вал. То есть он упирается в дальнюю стенку, потому что эти стенки у нас поджимаются. И, соответственно, центр данного вала будет смещен относительно центра нашего проточенного отверстия. То есть отверстие у нас вот здесь вот центр. И вот это вот смещение и будет давать биение по окружности. Поэтому отверстие в нашей муфте должно быть максимально точно подогнано под диаметр вала Т8. В нашем случае, напомню, диаметр Т8 вала 7,98. То же самое касается и отверстия под вал мотора. В нашем случае вал тоже, видите, 4,98. Соосность нашей муфты зависит не только от самого техпроцесса изготовления этой муфты, но еще от точности и правильности внутренних диаметров нашей муфты. Если они будут больше, естественно, у нас будет биение. В прошлом видео я специально не указывал производителей этих муфт, чтобы не плодить споры и теории заговоров. Исходя из многочисленной критики, я решил подойти серьезно к этому вопросу. Сделал вчера ночью вот такой вот стенд, специально для вас, уважаемые критики и эксперты. Здесь у нас зафиксирован жестко мотор. Стоит отдельная площадка под часовой индикатор, чтобы нигде ничего не влияло, нигде ничего не мешало, чтобы и я не мог никаким образом повлиять на конечный результат. И даже избавился от механического ручного вращения вала, перейдя на электронное. То есть к этому стенду, я думаю, претензий уже точно ни у кого не будет. Перед тем, как мы начнем замеры, давайте обратим внимание на геометрию вала мотора. Она может быть сплошная, цельная, а может быть вот с такими вот вырезами. Правильное расположение этого выреза относительно муфты имеет тоже огромное значение. И, кстати, спасибо ребятам, которые обратили на это внимание и написали в комментариях. Давайте для теста возьмем первую муфту. Если технология изготовления соответствует, то вот эта прорезь при зажимании Т8 вала и на валу мотора должна быть идентична. То есть не должно быть разбегов. Но к тому же при зажимании внешняя поверхность тоже должна показывать неплохой результат на часовом индикаторе. Но давайте проверим это все на практике. Напомню, что вместо Т8 винта, у которого диаметр 7,98, мы берем вот такой вот заменитель. Гладкий вал, потому что на нем будет легко измерять часовым индикатором. Ведь здесь нет резьбы. Диаметр здесь тоже 7,98.
точно такой же, как у нашего вала Т8. Вставляем в нашу муфту и зажимаем. Некоторые ребята говорили о том, что я могу выставлять на разных высотах. На самом-то деле это не так, потому что наш вал мотора будет упираться именно в этот вал. Четко посередине. Вот так. Опускаюсь в самый вот низ. Выставляем часовой индикатор по нижнему краю нашей муфты. По самому нижнему. На одном и том же уровне будем все делать замеры. Устанавливаем часовой индикатор на самую нижнюю часть поверхности нашей муфты. Здесь хорошенько фиксируем. И вот смотрите, у нас биение всего лишь 1 соточка. При этом вырез, обратите внимание, где находится. Вот вырез. Напротив болтов. Давайте попробуем сместить наш вырез в другом положении. Так вот, снимаем и вставляем чуть дальше. Снова закручиваем. И прокручиваем. Здесь еще меньше, смотрите. Буквально полсоточки. При этом вырез находится вот так. Практически напротив вот этой вот поверхности. Почти доходит до выреза. Давайте еще сместим. То есть показания у нас особо не меняются. При смещении выреза. Буквально 1 соточка. При этом вырез, видите, находится вот здесь. Приподнимаем и проворачиваем. Я думаю, что такие вот подробные тесты уже полностью не оставят никаких сомнений в чистоте эксперимента. Так, прокручиваем. Здесь мы видим, что есть отклонение где-то в 1 сотку, чуть больше стало. Вырез находится позади муфты, вернее, с правой стороны ее. То есть это не самое лучшее расположение. Проворачиваем еще. А здесь, смотрите, уже 2 сотки практически биения. То есть это как бы тоже не самое лучшее расположение. Здесь у нас вырез находится именно позади муфты. То есть наша задача найти самое оптимальное положение муфты. Именно относительно выреза. Прокручиваем еще вот так. То есть с минимальным биением. Здесь у нас где-то 1,5. Но это все равно много. И давайте вернем вот так. Практически в то положение, где мы получили самый минимальный биение. Так, 1 соточка. Можно еще немножко провернуть. Вот, смотрите, ребят, это самая лучшая позиция нашего выреза. Здесь минимальное биение. И вот по нему мы будем ориентироваться. Теперь поднимаем наш часовой индикатор выше. Тоже на край нашей муфты, на верхней. Но обратите внимание, здесь ширина выреза больше, а здесь ширина выреза меньше. И это может тоже повлиять на качество работы нашей муфты. То есть, если по низу у нас вопросов здесь нет, все просто супер, то вот здесь как раз из-за того, что будет диаметр не соответствует нашей муфты, нашему валу, может быть биение и может быть даже перекос. И это заметно даже по самой муфте. Видите, здесь толще, а здесь тоньше. Но посмотрим давайте на тесте. И вот 1/10 у нас даже 9 соток. 9 соток у нас идет биение. То есть муфта все равно дает биение 9 соток. И это только по самой муфте. На высоте, сколько там, 20 миллиметров. Теперь устанавливаем вот здесь. Давайте я разверну немножко. Вот так. И проворачиваем. И вот, ребят, у нас уже сколько здесь биения, чуть больше. Можно немножко подвинуть, чтобы вам было нагляднее видно, на 50. То есть у нас где-то в районе 10 соток, да. То есть 1/10 биения. Но это, в принципе, неплохой результат. То есть это попалась нам самая лучшая муфта практически из всех, которые у нас были в тестах. Давайте посмотрим выше. Приподнимаем выше и выставляем вот так. Приподнимаем наш часовой индикатор в самый верх.
насколько это возможно. И фиксируем. Вот так. Давайте нарисуем маркером, чтобы мы знали, где у нас идут замеры. Чтобы все это делать на одной высоте. Вот так. И проверяем. Ну а здесь биение, конечно, приличное. Давайте запустим через перемещение на нашем принтере Move Axis, чтобы избежать каких-либо манипуляций с моей стороны относительно этой муфты. Перемещение по X на 10 мм. И вот пошел процесс. Ребят, ну посмотрите. Здесь у нас было все супер. Здесь у нас тоже, в принципе, более-менее в допусках, но из-за того, что, видите, ширина меньше, то есть диаметр отверстия здесь получается меньше, больше, чем нужно было, сжимание здесь больше, чем внизу. То есть наружный диаметр, вернее, внутренний диаметр под Т8 винт проточен неправильно. И поэтому, естественно, у нас получается вот такая вот проблема, друзья. То есть у нас идут уже перекосы. У нас неправильно, неравномерно зажимается муфта. Из-за этого происходит перекос вала. Некоторые из вас могут сказать, что вал кривой. И поэтому такие результаты. Но когда мы перейдем к тестированию муфт от 5А+, вы увидите, что это не так. Вал ровный абсолютно. Тут вопрос именно к самим муфтам. Откручиваем нашу муфту и берем вторую. Кстати, обратите внимание, они даже по геометрии отличаются. Здесь вырезы более круглые, здесь с небольшими такими вот углублениями. То есть это муфты от разных производителей. Как видите, посередине муфты у нас начинается уже более тонкое отверстие, поэтому валу деваться уже некуда. Он вставляется максимально до самого конца. Его даже видно вот здесь вот через вырез. Так и фиксируем. При этом посмотрите на разрез. Он уменьшился практически до самого минимума. Далее одеваем на вал мотора. И точно так же фиксируем. Кстати, закручивается немножко туговато. Устанавливаем часовой индикатор на самую нижнюю плоскость нашей муфты. И производим вращение. Здесь у нас достаточно большой разбег. Где-то в 3-4 соточки. Точно так же отпускаем нижний винт и проворачиваем. Здесь нам вынимать не нужно, потому что все достаточно свободно движется. То есть наша задача найти оптимальное положение выреза относительно нашей муфты. И производим вращение. Ну, уже немножко лучше. Здесь у нас 3 сотки получается. Давайте еще провернем. Да, вот 3 сотки. Все, мы выставили по самому минимуму. Теперь поднимаем чуть выше. И упираем. Вот так вот. Упираем в верхнюю поверхность. Вот так. Можем еще чуть-чуть выше. Вот так. Чтобы было максимально точно. И здесь, конечно, разбег у нас уже не маленький, ребят. Здесь у нас 6 соток и здесь у нас 3. 9 соток у нас биение. Это только на верхней части. Давайте включим механизм. Да, биение где-то в районе 9 соток. При этом поверхность муфты не совсем точная, насколько я вижу. Приподнимаем вверх и устанавливаем на ту поверхность, где у нас было. При этом, видите, я никаких перемоток
ничего этого не делаю, чтобы был максимально точный результат. Вот так вот. Ну, давайте на 20-ке так оставим. Во. Прекрасно. Немножко можем сместить вот так, чтобы у нас точно было. И все. И вот поехали. А тут, ребята, полный капец. Вот так вот я вам покажу. Это все. Здесь, друзья, полный... Ну, жесть. Полмиллиметра, ребят. На этой высоте у нас биение полмиллиметра. Это очень много. Это говорит о том, что у нас идет перекос муфты. Во-первых, отверстия сделаны на муфте неправильно. И в итоге у нас вот происходит и перекос, да еще и центральное биение. Ну, то есть муфта вообще никуда не годится. И еще раз, друзья, обратите внимание на геометрию муфты. Вот почему у нас происходит перекос и смещение относительно центра. Здесь очень хорошо видно, что эта часть зажата меньше, а эта часть зажата больше. Это и дает несоосность. Потому что вот это отверстие, скорее всего, просчитано под диаметр 8,1 мм, а не 7,98, как должно быть. И поэтому, естественно, у нас получается вот такое вот несоответствие по зажимам. Самое смешное, друзья, что с этой муфтой приключения не закончились. Как я и говорил ранее, она закручивается очень тяжело, очень жестко. И, как оказалось, и раскручивается очень тяжело. Я просто не смог ее снять. Здесь слезались шлицы. И шестигранник просто не может открутить. Теперь есть задача, как это все снять. Но чтобы не тратить время, я решил заменить полностью мотор, потому что на это уйдет у меня много времени. Предыдущий мотор я проверял на биение вала, там все было идеально. Поэтому, раз мы заменили на другой мотор, давайте здесь тоже проверим тем же способом. Устанавливаем часовой индикатор на поверхность нашего вала. Ну, просто превосходно, ребят. Биения вообще нет. То есть вал у нас ровненький, красивенький, все как и должно быть. Теперь давайте берем муфту от Creality Ender 3. Она, кстати, показала наилучшие результаты из тех муфт, которые мы тестировали. Ну, за исключением 5А+. Также устанавливаем наш вал до самого упора. И жестко фиксируем. После этого устанавливаем на вал мотора. И также опускаем до самого низа. Часовой индикатор опускаем в самый низ нашей муфты. И производим вращение. У нас получается 2 соточки. Обратите внимание, вырез у нас находится с правой стороны муфты. Давайте его также будем смещать. Также 2 сотки. Теперь у нас вырез находится практически позади муфты. Проворачиваем еще немного. Те же 2 сотки. Кстати, видите, стабильный такой вот результат. Вырез у нас уже находится ближе к винтам. Давайте еще попробуем сместить. Может, все-таки сможем найти минимальное биение. Нет, здесь даже больше получается. 3 сотки практически. Да, это, наверное, самый минимальный размер. Давайте еще раз зафиксируем. Может, от качества зажимания это тоже как-то влияет? Нет, все остается так, как есть. То есть где-то в районе почти 1,5 сотки. Приподнимаем теперь выше верхнюю часть нашей муфты. И смотрим на биение. Так, давайте выставим, чтобы было нагляднее и понятно видно. Хотя бы на 50. Вот так. Но здесь у нас, смотрите, где-то в районе 9 соток биения. Посмотрим, сохранится ли оно на валу. Сразу можем переместиться чуть выше. И с помощью программы будем запускать перемещение, чтобы избежать каких-либо манипуляций с моей стороны. Так, 9 соточек. 9 соточек, ребят, сохранилось. Как на верхней плоскости, так и на валу у нас сохраняется это биение 9 соток. То есть есть все-таки биение и есть небольшая несоосность. Это как раз о том, о чем я говорил. То есть прижимание здесь разнится из-за того, что диаметр внутренний и верхний, он отличается от диаметра нашего вала. То есть, наверное, тоже где-то сделано, ну, по крайней мере, здесь качество
получше будет, чем у предыдущего варианта. Но еще посмотрим на самой верхней точке, что она покажет. Приподнимаем выше. Так. Теперь давайте переместим наш часовой индикатор в верхнюю точку. Так, вот так. Ну а здесь, ребят, полный ужас. Смотрите. Здесь у нас получается 2 десятки биения. Хотя, в принципе, 2 десятки это еще терпимо. Но рекомендовать такую муфту я точно не могу, потому что, 2 десятки это на высоте 10 сантиметров. На высоте 20 сантиметров это уже будет 4 десятки. На высоте 30 сантиметров это уже будет, ребят, 6 десяток. То есть больше, чем полмиллиметра. И, соответственно, это уже будет не очень хорошо и, конечно же, будет влиять на качество работы принтера. Поэтому муфта, как бы я не хотел сказать, что она хорошая, там все хорошо, но, ребят, качество говорит за себя, и тесты говорят сами за себя. Здесь обмануть, никак не получится, здесь все и так наглядно и понятно. Давайте для чистоты эксперимента протестим еще третью муфту, чтобы уже окончательно убедиться, что проблема именно в качестве изготовления. И тогда уже перейдем к муфтам 5А+, и посмотрим, на что они способны. Устанавливаем на вал мотора и также фиксируем. При этом опускаемся ниже, в самую нижнюю точку нашей муфты. Производим настройку. Здесь у нас биение 6 соток. Ребят, если честно, это жесть. Я вам сейчас просто покажу. Вот, смотрите, тут даже замерять особо нечего. Если посмотрите на сам вал, вот, смотрите. Смотрите, как он бьет. Да это ж бред какой-то. Давайте попробуем переставить. Может, все-таки вал я неправильно установил? Да нет, смотрите, вал у нас ровный. То есть биение, тут невооруженным глазом видно, какое биение. Я даже боюсь замерять его. Это просто ужас. Давайте попробуем сместить. Может быть, все-таки вырез на моторе дает о себе знать. Проворачиваем и фиксируем. Не, ребят, это уже стопроцентный перекос. И даже тут тестировать нечего. Раз мы уже, как говорится, тестируем, давайте уже до конца добьем эту муфту. И вы увидите сами вживую. Вырез у нас здесь. Биение у нас сколько? 6 соток. Давайте попробуем его уменьшить. О, кстати, ребят, вот это самый лучший вариант. Смотрите. И вырез находится у нас вот в этой части. Приподнимаем теперь выше. И прокручиваем. Здесь вообще просто. Посмотрите, ребят. И биение, конечно, просто космическое. Поднимаемся выше. И проверяем в самом верху. Переместиться чуть выше. Тут, наверное, будет просто космос. Ребят, тут, я думаю, и так все видно и понятно. Многие ребята написали в комментариях о том, что тоже сталкивались с проблемой муфт. Один человек написал, у него там десяток этих муфт лежит, и они все испорченные, кривые. Представьте, такой вот поставить. И, кстати, друзья, это и есть та причина, почему я не использовал разрезные муфты в обзоре Сафира Плюс. Я изначально хотел сразу при обзоре этого принтера заменить пружинные муфты на разрезные. Но когда я их поставил, вот эти вот муфты, у меня было просто дикое биение. И я там матерился и был, честно, в шоке, потому что у меня время идет, мне нужно видео снимать, и так потратил 2 недели на моделирование, и тут на тебе из-за какой-то вот такой вот деталюшечки у меня просто вылетает куча времени. Поэтому я и заказал в разных магазинах разные муфты. И поэтому я и снял этот обзор тестирования по этим муфтам. Потому что это, друзья, наболевшее. Я потратил не то, что там деньги, я потратил время. А это намного важнее для меня, поверьте. Конечно, такую муфту в работу брать нельзя. Это безусловно. Теперь переходим к фавориту наших испытаний. Это муфта от компании 5А+.
Сейчас мы ее также установим. Ставим в нее вал до упора. При этом фиксируем его намертво. Устанавливаем все это на вал мотора. Также фиксируем. Опускаемся ниже. Все, видите, делаю без склеек, без монтажа, чтобы каждый из вас все это мог наблюдать в онлайне, грубо говоря. Вот так. Выставляем на нижнюю поверхность. И проверяем биение. У нас биение здесь в районе 2 соток. Давайте смещение сделаем. Вот такое вот немножко. И попробуем найти лучшую позицию. Вот, кстати, 2 соточки. Я думаю, что это будет самый оптимальный вариант. Можно, конечно, прокрутить еще. Так. Не, здесь уже идет больше, ребят. Смотрите, видите, здесь уже 3 сотки. Надо в другую сторону. Вот так вот. Здесь 2,5. Снова поворачиваем сюда. Здесь больше. То есть наоборот в эту сторону. То есть нам нужно найти именно ту позицию, как и в предыдущих тестах, где будет самым оптимальное минимальное биение. То есть вот так вот. Вот так вот. Вот, смотрите, где-то у нас здесь 2,5 сотки. Так. Фиксируем. Теперь переходим вверх. Так, секундочку. Вот так вот. Переходим в самый верх. И замеряем биение. Блин, а тут вообще просто супер. Смотрите, ребят. То есть здесь буквально 1 сотка биения. Вообще песня. Так, давайте смещаемся вот сюда. А здесь у нас получается пару соток биения. Давайте включим наш стенд. Так. Move Axis. Потому что так будет наглядно и честно. Вот так. Да, ребят. Все-таки вырез на моторе имеет огромное значение, как его расположить. То есть надо выбрать самое минимальное расположение, и тогда мы получаем... Так, может быть часовой индикатор у меня что-то барахлит. Ладно, вот так давайте. Так. Может он плохо зажат, давайте попробуем его сильнее прижать. Вот так вот. Вот. Чтобы ничего не мешало. Вот так. Так, что за бред? Почему оно не... Ладно, давайте еще разок. Странно, конечно. Отклонений просто я не вижу никаких совершенно, ребят. Не, есть отклонения идут, но небольшие. Ну что, вообще биения нет. Ну, подождите, давайте сильнее придавлю там. Может быть, давайте, может, чуть-чуть легко попробую. Ребят, ну это вообще какой-то... Вообще красота. Ребят, да тут сотки даже нет. Это какой-то прикол. Ладно, хорошо, давайте да так. Смотрите, ребят, я все ж в онлайне, все, чтобы вы видели. Это ж, конечно, вообще жестяк. Ребят, у меня просто эмоции, извините, конечно. Я не ожидал этого результата. А, вот есть биение. Вот, ребят, биение есть. У нас биение здесь получается... Давайте еще раз запустим. Наверху биение есть. Биение есть, и оно у нас составляет 5, 6, 7 соточек. На высоте 10 сантиметров, блин, 7 соток. То есть это если на 30 сантиметрах, это 2 десятки. То есть с этим можно работать.
То есть это реально круто. То есть перекос, он в любом случае может находиться в этих муфтах, потому что все-таки муфты разрезные. Поэтому, конечно, от поджимания, от изготовления многое чего зависит. Но 0,2, ребят, по сравнению с теми там полмиллиметрами, что там было, и вообще там такими вот овалами, которые нарезают, это вообще песня. Я ж тут ничего не выдумываю. Просто для тех, кто вечно ищет, ребят, какой-то подвох. Давайте попробуем. Может быть, я здесь как-то не выставил правильно. Ну, не знаю. Стрелка стоит на месте почти, но там с небольшим перемещением, там полсотки. Вон, посмотрите на маленьком часовом индикаторе. У нас там 2,5 стоит миллиметра натяжение. Все работает. Все супер. Давайте еще раз тут замерим. Здесь у нас биение есть. Но незначительно, его почти нет, ребят, на муфте наверху. Давайте еще внизу замерим. Попробую это все поставить. Здесь биение есть. Пару соток. То есть 2,5 сотки. Вот что значит правильно изготовленная муфта. Еще раз повторюсь, ребят, тут вопрос стоит не в самом оборудовании, на котором делалась эта муфта, а в том, что токарь правильно просчитал отверстие. Он поставил здесь не 8 мм, не 8,2, не 7,5. Он здесь поставил отверстие 7,98, как у вала нашего Т8 винта. Также он здесь поставил отверстие не 5 мм, не 5,2 внизу, а 4,98. И благодаря этому муфта получилась максимально точной. И теперь, друзья, скажите откровенно, почему я не могу рекламировать эту муфту от этого магазина? Не сам магазин с его товарами, я их не пробовал, не знаю, а именно вот эти вот муфты. Я заказывал в разных магазинах, но наконец-то хоть в одном я нашел нормальную толковую муфту, у которой минимальные погрешности, вы сами это видели. Ну и напоследок, друзья, проведем еще один эксперимент. И вместо нашего вала, у которого диаметр 7,98, как у Т8, поставим вот такой вал, у которого диаметр 8 мм. Вроде как 2 сотки. Ерунда. Откручиваем здесь. Устанавливаем. Кстати, он плотненько заходит. Чувствуется. Вроде 2 сотки. Может там 3 сотки. Может быть штанген. И вот смотрите, мы видим вот как раз вот это вот отклонение. Посмотрите. У нас там было почти по нулям. А здесь у нас почти 5 соток. То есть, грубо говоря, по 2,5, там 2 сотки на сторону добавилось. То есть идет смещение центра. Из-за того, что диаметр вала у нас больше, чем предыдущий. Вот почему очень важно делать правильные отверстия, чтобы они соответствовали диаметру вала Т8, который мы ставим, и валу нашего мотора. Выбор качественной муфты — это очень важно. Для любого 3D принтера, где они используются. Потому что любая несоосность может привести к дефектам печати. А с вами был Макс. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.